И снова здравствуйте, дорогие друзья! Продолжает свою работу Международный экспертный совет по вопросам сохранения культурного наследия с 21 сентября по 25 сентября, то есть по сегодняшний день он работает. И это наша финальная, завершающая лекция. Очень интересная и большая. Итак, мы прямо сейчас с вами так вот легко взмахиваем интернет-крыльями и переносимся в Израиль. Там нас ждет археолог, директор по внешним связям и археологическому лицензированию Управления древностей из Израиля, господин Джон Зелигман. Итак, ему слово. Пожалуйста, онлайн-лекция на тему осуществления раскопок в Израиле в условиях пандемии. Hello, and first of all, thank you to the department. Добрый день, и в первую очередь спасибо за то, что вы, в общем-то, будете меня слушать, и я дам вам краткий обзор того, что происходило за последние 3-4 месяца в Израиле, особенно вот в этот трудный период, который был периодом вызова. Мы боролись с вирусом, который был очень сложным для нас, и, конечно же, это наложило определенный вызов на то, как мы работали. Начать со слов благодарности Департаменту культурного наследия города Москвы за то, что пригласили меня выступить с этой лекцией. Я буду рассказывать про археологические раскопки и работы, которые проводятся в Израиле за последние 2 месяца. В то же время буду рассказывать о тех вызовах, которые для нашей работы создала эта сложная ситуация с коронавирусом, и как нам пришлось нашу работу в ходе этого изменить. Just first of all, get an idea of the sort of intensity of the work that we have to do. And the Israel Antiquities Authority deals usually with salvage excavations, not with the projects are all scientific projects, but they aren't projects which are designed with an academic idea. И я хочу вообще рассказать вам больше о той работе, которую мы делаем по тому взаимодействию с департаментами по древностям Израиля, которые заведуют всеми раскопками, не только теми, которые проводятся в рамках каких-то проектов, но и тех, которые происходят случайным образом по нахождению культурно важных объектов. Even though Israel is a country which is, I think, about 780 times smaller than Russia, we're smaller than Crimea. So that's the size of the country. We have a very high intensity of infrastructure projects because of a growing population, and because of that, we conduct around about 300 salvage excavations annually. И надо сказать, что Израиль по территории страна совсем небольшая, в 780 раз меньше России, мы по территории примерно сравнимы с Крымом, но тем не менее проводится очень много различных инфраструктурных проектов, и в рамках их мы сталкиваемся с 300 различными раскопками, которые проводятся каждый год. So we've had to deal with that, with the issue of how to deal with that number of projects, and because of that, the Antiquities Authority is today the largest archaeological unit in Israel. We employ around about 500 archaeological managers who deal with thousands of workers who are dealing with the various projects around the country. И, конечно, надо понимать, что объем работы перед нами огромный, это 300, повторюсь, проектов в год, поэтому в департаменте по древностям работает порядка 500 различных археологических менеджеров и археологов, которые взаимодействуют со всеми этими рабочими, проводящими различные раскопки и другие виды работ. So let's get into what we're going to be showing today. We're going to be showing to you projects which have been conducted in the last few months, or you could say starting from over a year ago, before we had the corona crisis, and of course going into that period of the corona crisis itself. So let's just move forward. Давайте двигаться дальше. Мы сейчас познакомим вас с проектами, которые мы делали в последние несколько месяцев, то есть теми проектами, которые поначалу совпали с этим кризисом, связанным с ситуацией с коронавирусом. What we're seeing on the screen is already one of the projects which is being conducted during the time of the corona crisis. This has changed the whole way we've had to work, from the very simple aspect of having to work with masks, and of course the weather here is much hotter than you know, and that makes is a great challenge to us. И вот перед вами видео работы на одном из объектов. Это уже происходит во время ситуации с пандемией. И вы видите вызовы, которые представлены коронавирусом, необходимость носить маски. И, конечно, надо принимать во внимание климатические условия и погоду, которая в Израиле гораздо жарче, чем в России. That means that everybody has to come to work. The first thing they have to do is to check their temperatures. They have to sign a form that they have not been exposed to anybody with the coronavirus. And then they have to wear a mask, and then they can start to work.
Меняются рабочие протоколы. Рабочие, когда приходят на объект, теперь у них необходимо мерить температуру, после чего они подписывают уже анкету о том, что они не вступали в контакты с больными коронавирусом. И уже после всего этого, того, как они одели маски, можно переходить к работам. In the office, of course, we are restricted only to have the workers in the office. But for the first period of the coronavirus, the offices were closed, and in fact, all the staff were taken out to work in the field. So it was a big change for the way we worked. И у нас вообще произошли очень большие изменения в том, как мы работаем. Понятно, что сейчас мы все привязаны к нашим офисам, но во время пандемии все офисы были закрыты, и все сотрудники вышли и столкнулись с необходимостью работать в полях. Like all the countries around the world, this has been a catalyst for an economic crisis that we're just, I think, starting to deal with like everywhere else. This has meant that there's been a huge amount of new unemployed people. And one of the ways that we are dealing with this is actually to start new infrastructure projects and to employ people in archaeological excavations. Как и во многих странах, мы считаем, что ситуация с пандемией приводит к экономическому кризису, последствия которого мы только начинаем сейчас осознавать. И в ходе этой ситуации множество людей окажутся или уже оказались безработными. И мы понимаем эту ситуацию, поэтому открываем новые инфраструктурные проекты и предлагаем людям возможность поучаствовать и поработать на археологических раскопках. Up until this time, of course, the effect has been quite limited on the work of the Antiquities Authority, except that, of course, all our international projects have all been cancelled. I would say that we have around about 80 excavations a year which happen in Israel, which involve international teams. All of those projects, of course, have been cancelled this year. А если говорить непосредственно про эффект ситуации с пандемией на нашу работу, на департамент древностей, то наши все, конечно, международные проекты были отменены. Помимо этого, в год у нас проводится около 80 различных раскопок на территории Израиля с участием иностранных специалистов. Все эти проекты также были отменены. The first two projects I'm going to be showing you are two projects which started, in fact, before the start of the crisis, but certainly continued right through into the crisis itself. Two huge projects which involve infrastructure, the building of new roads and new junctions. The first one in Motza and the second one in a place called Enasur. И те два проекта, которые я показывал вам, это те инфраструктурные проекты, которые начались еще до кризиса, и они связаны с возведением новых дорог, с постройкой новых развязок. И это два объекта. Один из них находится в городе Моца, другой называется проект Айн-Сур. So let me show you the first project. The first project is a project at Motza. Motza is a place which is situated around about 7 kilometers to the west of Jerusalem. It's a huge new junction which creates the new entry to the city of Jerusalem from the west, from the area of Tel Aviv. And this project has exposed a huge Neolithic town. I will show you the short movie showing something about the project. Давайте посмотрим на один проект. Этот проект называется Моца. Это развязка, которая строится в 7 километрах к западу от Иерусалима, позволит въезжать лучше и сделать его более доступным со стороны Тель-Авива. И в ходе этого проекта был обнаружен крупный город эпохи неолита. Позвольте мне сейчас продемонстрировать вам видео о нем. Oops, that was the wrong one. Let's go up a bit. Come down again. There we go. In WhatsApp, it's excavation conducted on behalf of the Israel Road Company. We uncovered over a hectare of Neolithic architecture, which is pretty impressive in universal terms. We estimate that between 2,000 to 3,000 people were living here simultaneously. What I'm standing between and what I'm walking down. Blade made of obsidian, origin of the obsidian came from Anatolia, Turkey. Miniature bowl made of serpentine material originating from northern Syria, indicate sort of trade with other culture bracelets made of limestone. The origin of this material around in Motza area, figurine from clay represent animal, from stone either figurine or aliens either. This is a tomb from about 4,000 years ago, where everything else within my area is 10,000 years ago. In this tomb were two individuals, warriors, who were buried together with a dagger and a spearhead. There's also an amazing find, which is a bull donkey, domesticated, that was buried in front of the tomb, probably when they sealed it. We're making three-dimensional models. They document the site entirely, and
we will be able to study long after the excavation will end, and all the documentation of this excavation will be accessible to the public. As a prehistorian, it's once in a lifetime project. People who study the Neolithic period in the Near East are really interested in what's happening here. For sure, this is the largest Neolithic excavation project in the Levant. I can't underestimate or overestimate the size of this project. This project in Motzeb was really one of the largest Neolithic excavations undertaken anywhere in the world. It was absolutely huge. We covered an area covering a number of hectares, and anything dealing with prehistory at this sort of level is something which is completely unusual. Нельзя недооценивать масштабы этой находки и масштабы археологических раскопок, которые проводились в рамках данного проекта, который называется МОЦ. Было обнаружено, не побоюсь этого сказать, одно из самых крупных неолитических поселений в истории человечества, занимающее площадь в несколько гектаров. И то, что нам удалось обнаружить, эти раскопки, которые мы проводили, были невероятны в своем масштабе. The second site I'm going to be showing you is a site called Enasur. Enasur is a site situated in the northern part of Israel, or north-central part of Israel, along the line of what we call the Cross-Israel Highway. This is a site, again, because of a huge new town that has been built, because the population growth has been very heavy in this particular region. What was uncovered was a Bronze Age town, which shows us the continuation of the process of urbanization in the area of Israel, forming, again, one of the largest sites that we know, or largest town sites we know from this period. So I'm going to show you again the film which shows something about this very impressive experience. Второй объект, который я хочу вам показать, это Айн-ас-Сур. Это город бронзового века. Найден был в ходе тоже проведения раскопок по инфраструктурному объекту, потому что та часть, центральная и северная часть Израиля, очень населена. Тоже это одна из самых масштабных находок подобного рода. Этот город, который показывает в себе примеры урбанизации и развития истории и культуры в данном регионе Израиля. We're standing here in the archaeological site of Enasur, an excavation conducted on behalf of the Israel Antiquity Authority, financed by the Netivei Israel Company for the construction of new roads towards Harish. About 5,000 years ago, in Egypt, the first state was established by the first pharaoh called Naomer. Here in Enasur, one of the earliest cities in the land of Israel was established. This is one of the most important sites today in the land of Israel, the city, where about 5,000 to 6,000 people were living. They cited about 700 donors. It is much larger than any known site in the land of Israel and outside the land of Israel, in the regions of Jordan, Lebanon, southern Syria. The natural advantages here are very clear. You have very close water sources. Also, you have very good agricultural land, and you are very close to central trading routes. The excavation of this site revealed two main settlements. The earliest one is about 7,000 years old. It's a very large agricultural settlement. 2,000 years later, another settlement became one of the first cities known in this area of the world. We are standing in a street, 5,000 years old. The street actually separates from two areas of domestic buildings. We're talking about organization of the people and something very planned and very thoughtful. The building that we see is completely unique. It's not like other buildings that we found on the site. It's size and different features said that it's something else. And as the exhibition continued, we started to realize that this is a public building, most probably a temple or a shrine. We found this cylinder stamp impression. In it you can see actually a man holding his hand up in the air. Another very unique find from the temple is a figurine of a man. בימינה אלפי בני נוער. כל השבוע קבוצות חדשות שמגיעות, הם יוצאים מכאן אחרי שבוע והם לא מאמינים שהם אף פעם קודם לא עשו את זה. הם מרגישים כאילו הם מקצוענים לכל דבר. אני מרגישה כאילו התבגרתי, כאילו פחות בגיל, אבל יותר בלמידה שלי על המקום. הבנתי יותר, למדתי יותר. The study of this
it will change forever what we know about the emergence, the rise of urbanization in the land of Israel and in the whole region. And it means that what we know now will change what is written today in the traditional books when people read about the archaeology of Israel. I should just say that it's worth noting that you've seen lots and lots of young people in these excavations. It is one of our policies to employ young people, and especially during the time when many of the schools have been closed, this has been an opportunity to take the elder children, people in their who are 15 to 17, 18 years old, on as workers in the excavation. It has a double effect. First of all, we need their labor. But secondly, it also means that they get to really understand how the archaeological work is important to the country and to our culture. Я хотел бы отметить такой момент, что вы видели на видео на втором очень много молодежи. Это наша целенаправленная политика привлекать как можно больше молодых людей к работе на археологических раскопках. И здесь надо понимать особую ситуацию, сложившуюся при коронавирусе с закрытием школ. И таким образом мы преследуем целый ряд целей и позволяем, так как им, применить себя во время коронавируса. Так, во-первых, нам, конечно, нужен их труд, но и они сразу получают глубокое понимание как истории и культуры своей страны и региона, так и особенностей и специфики археологических раскопок. Just to give an idea of numbers, in the last year we've employed 50,000 students, or pupils from schools and students as well, in our excavations, and that number is really truly impressive. Просто для вашего понимания приведем одну цифру. В прошлом году мы дали работу более чем 50 тысячам учащихся и студентов, и это, конечно, для нас очень важно. The next project I'm going to be showing you is a jump forward. It's right into the Byzantine period until the 5th and the 6th and the 7th centuries. We'll be showing you a church which is built in the area of Bet-Shemesh. This church is dedicated to the glorious martyr. Unfortunately, we don't know who the glorious martyr is, but the excavation inscriptions show that this is the dedication of this church. Еще один момент, еще один объект, который хотели бы вам показать, уже вперед во времени, это 5, 6, 7 век. Это церковь в Бет-Шемеше, которая посвящена великомученику, к сожалению, какому точно великомученику вы смогли. In this case, we're talking about a project which is the result of the expansion of the town of Bet-Shemesh. Bet-Shemesh is a town around 25 kilometers to the west of Jerusalem, which in the last few years has almost tripled and almost quadrupled in size. And this is part of the whole process of development of the town. Здесь проект ставит своей целью расширение городской территории города Бет-Шемеш. Это очень молодой город, на 25 километров находится к западу от Иерусалима, но за последние несколько лет город практически в 2-3 раза вырос. So let's see the film. Давайте посмотрим. We are now just south of Ramat Beit Shemesh. И мы прямо сейчас на юге от Бет-Шемеш. Земельные работы проводятся уже 3 года, и мы открыли потрясающие остатки византийской церкви, которые охватывают несколько десятков квадратных метров. Территория большая, это базилика, церковь и двор. И во времена империи церковь была построена, возведена. Эта церковь превосходит другие, которые нам знакомы по размеру и вообще по количеству потраченных сил на ее сооружение. Мы это видим. И там есть определенные характерные признаки православной церкви византийской. Сейчас мы спустились в крипту под церковью. Это реликварий, который нужно реконструировать, потому что там должны были быть мраморные вставки в священном месте из зала собраний. И здесь располагались мощи, которые хранились в церкви, в крипте. Крипта позволяет легко получать доступ в эту область, и мы понимаем, что именно здесь хранились мощи. Когда мы проводили раскопки, мы нашли 300 глиняных масляных ламп, которыми пользовались люди 5000
детей, помогали нам активисты, которые заинтересованы, которые неравнодушны к нашему культурному наследию. Я знаю, что они продолжают эту работу. И для нас это интересно, мы знакомимся и с новыми людьми, мы можем получить возможность того, чего мы бы никогда в жизни не прикоснулись. Вместе в партнерстве с библейским обществом власти поняли, что это место феноменальное, и здесь много, тысячи просто маленьких находок, которые значимы для истории нашей страны. Again, you get an opportunity here to see the way that we also popularize the sites for the public. Beyond the participation of the youth in the project, of course, we also have exhibitions. In this case, this site, the site of Bechemish, was also shown in an exhibition at the Bible Lands Museum in Jerusalem, where all the major finds were shown in the gallery, in the temporary gallery of the museum. И опять же, здесь хороший пример того, как мы привлекаем к работе молодежь в наших проектах. Это очень важный для нас проект, так как церковь Бет-Шемеша была также выставлена элементом выставки в музее библейских времен в Иерусалиме. So let's go to the next project. The next project is underwater archaeology. We have a team for working under the sea. Luckily, there is no corona under the sea, so we can do the work just like we're normally doing the work. This unit inspects the whole of the coast of Israel along the Mediterranean, and also does excavations for maritime work when there is things like oil prospecting or something like that. Давайте посмотрим на еще одно направление нашей работы. Это подводная археология. Не то, что сильно было затронуто коронавирусом, под водой все-таки вируса нет. И у нас есть постоянно одна команда, которая занимается данным направлением. Она проводит археологические исследования Средиземноморского побережья Израиля и в свободное время занимается также помощью при розливах каких-либо промышленных жидкостей или при чрезвычайных ситуациях на море. הים התיכון מכסה על סודות כמוסים. עולם שלם ונפלא נמצא מתחת לפני. Большой подводный мир. Вход в неизведанное. אשר הים בלע, מביאים אל היבשה חוקרים ברשות העתיקות. ישראליות תרופות של צידונים. И здесь мы видим свидетельства древних цивилизаций, культурные находки, здания, артефакты, которые с нами, которые мы тщательно собираем, в том числе и монеты, и другое наследие, которое приходится к фатимидскому периоду. Эти монеты используются для платежа, для выплаты зарплаты в мусульманскую эпоху. Сокровища, которые поднимаются с дна моря, очень важны, и они показывают, каким был мир. И это важно для Израиля и для других стран. So there we saw, of course, work that was conducted under the sea, and now let's move back onto the land. Again, the expansion of a town, this time the town of Yavne, a town around about half an hour south of Tel Aviv. Посмотрели с вами на работы, которые проводились под водой. Теперь давайте вернемся на землю. И еще одни раскопки, связанные с инфраструктурным объектом для города Явне. Это город, который также называется городом Талмуда. This town will probably be working now for, which has been working now for the past year, will keep continuing for another 2 years excavation. Раскопки в данном городе проводились последний год и, вероятно, займут еще 2. And I will be showing you now a short part about the early period of the site. This is let's turn off this. I'll talk over the film. What was originally found and what is very important here is a huge wine site. And what you can see here are part of the wine vats, huge wine vats, which are will be from the Persian period. We're talking about
the 3rd and 4th centuries BCE, where there was a industrial site for the production of wine, and of course also the production of wine containers, of wine jars, probably for the whole country. We're talking around a huge amount of wine which was produced at the site. Это очень важный объект, потому как он играл очень важную роль. Это был объект, на котором производилось как вино, так и сосуды для вина. Вы видите, что здесь очень много различных элементов виноделия, и датируется этот объект 6-7 веком до Рождества Христова, и, вероятно, снабжал вином и сосудами целую страну, судя по его размерам. This was only in the Persian period, but this process of production of wine continues at this site right up into the early Islamic period, when, of course, the wine industry collapses because of the introduction of Islam. Это проводилось производство в раннюю персидскую эпоху, и шло до того времени, как произошла исламизация региона, в ходе которой по очевидным причинам производство вина было прикрыто. What is one of the most interesting features of this excavation is the quantity of ceramics. We're talking about hundreds of thousands of wine jars which have been found at the site. Of course, dealing with that quantity of material is always a big challenge. И что примечательно также про данный объект, это количество керамики, на нем обнаруженное. Это сотни тысяч керамических контейнеров, чаш и утвари, которые говорит нам о, повторюсь, большом масштабе работ, которые на данном объекте производились. And let us now move on to the next project. The next project is in Jerusalem. The old city of Jerusalem is a site which has had continual history now going on for 6,000 years, and that produces its own special challenges. Давайте теперь вернемся в Иерусалим. Еще один объект, который находится в старом городе Иерусалима, города, который насчитывает более чем 6000-летнюю историю, что в свою очередь создает свои уникальные вызовы. In some places we have levels of archaeological finds going down 40 to 50 meters, and of course that means that we're talking around about 20 to 30 different layers, cultural layers, one on top of the other. Just the complexity of dealing with that is something which is, for many people, is something which is incredibly difficult, and is something we have to deal with. И представьте сложность, с которой мы работаем. Это культурный слой, который насчитывает 20-30 метров, то есть 20-30 разных элементов культурного слоя, через которых мы пробираемся каждый раз, что создает ряд своих вызовов и, конечно, представляет большую сложность для нашей работы. Of course, the problem of working inside a urban context is that we have to allow the urban life to continue while we are working. So around and below the work of, or above the work of the archaeologists, we have modern life continuing. И надо понимать особенно специфики работы в условиях города, в условиях активной городской среды, и жизнь вокруг объекта, над объектом должна не останавливаться и продолжаться. In this case, we'll be looking at an excavation in the old city of Jerusalem next to the Western Wall, or below the Western Wall Plaza, with thousands and thousands of people praying above our heads. This is the excavation being conducted presently, and has been now being conducted for almost 20 years, completely and continuously in the area of the Western Wall in Jerusalem. Давайте посмотрим теперь на раскопки, которые проводятся уже больше 20-30 лет в районе Иерусалима, в районе Стены Плача, и над этим объектом сотни, десятки тысяч людей молились каждый день. Мы стоим у западной стены плача, что помогает нам понять, что это уникальное место. Это западная стена объектов культурного наследия. Здесь, где мы проходим, создается некий эффект туннеля, и здесь наше путешествие сквозь тысячелетия. Теперь, что мы видим, это массивное и впечатляющее общественное здание, которым 1400 лет назад было построено. Под мозаичной стеной мы нашли этот сюрприз. Полностью выдолбленная в скале комната. Некоторые ниши были сложных треугольных форм, где можно разместить масляные лампы из глины.
И это показывает продуманность системы. Когда мы сами себя спрашиваем, какие функции этого сложной системы, вырубленной в скале, в камне, для чего люди использовали, что они здесь делали. Люди хранили здесь зелень, продукты, или было ли это большим подвалом. Возможно, что эта система использовалась для того, чтобы прятаться. И во время осады Иерусалима 2000 лет назад, когда римские легионы захватили город, во время раскопок мы нашли то, что говорит нам о том, что несколько периодов времени, допустим, римская мерная чаша. И мы нашли таких артефактов смежных эпох достаточно много. Фрагменты масляных ламп. Это эпоха второго храма. А также здесь нашли сосуды, амфоры для вина. И все эти орнаменты указывают, что это был явно римский период истории Иерусалима. Мы стоим у одного из входов, где, собственно, что мы нашли во время работ по раскопкам. Это напомнило нам историю про синагогу, где в Иерусалиме 1000 лет назад была разрушена. И она, вот эта колонна, была восстановлена еврейской общиной в Ливане. И, конечно же, она связана с историей Иерусалима, 1035 год нашей истории. After seeing something below the streets of Jerusalem, and after seeing a previous project that involved wine, now let's move to another one of our favorite drinks, beer. После того, как мы посмотрели на этот прекрасный объект и другой, который был связан с вином, давайте перейдем к нашему другому любимому напитку, к пиву. This is actually a fun project. This is a project, an experimental archaeology about the way that we have taken from pottery ancient yeast and reactivated it. Это очень забавный проект, посвященный современной археологии. Мы взяли дрожжи, древние дрожжи, реактивировали их и использовали их для того, чтобы с их помощью произвести пиво. And the yeast has been taken. The yeast is the yeast from beer drinking, and the idea, of course, was to reactivate the yeast and then to produce a beer. So let's see something about this project. Да, то есть мы именно так и сделали, взяли обычные пивные дрожжи и с их помощью произвели пиво. You want to say that again? I think I was over the top. No, that's fine. Sorry. Okay. У меня есть друг микробиолог, который однажды мы сидели и пили пиво в моем баре, который владельцем я являюсь, и он сказал, что вот стоит глиняный горшок, и во дворце 7 столетия до нашей эры, до 3 столетия нашей эры мы пошли в это место, и там было много таких чаш, на которой была надпись, связанная с провинцией. И разрушение этого места упоминается даже в библейском тексте примерно в 830-е годы нашей эры. И археологи называют эту чашу сосудом для пива, и даже пожилые там или молодые могли пить это пиво. И здесь мы воссоздали пиво. Потрясающе было со всех точек зрения. Мы пытались изолировать бактерии и получить эти бактерии. И поэтому, в общем-то, как ни странно, нам повезло. Мы смогли это сделать. До 5000 лет мы можем воссоздать при определенных условиях в лаборатории, мы их смогли вырастить и развивать благодаря знанию генома. Самая важная вещь — это то, что дрожжи могут жить так долго в этом горшке, несмотря на то, что жизнь вся вокруг прекратилась. Я надеюсь, что однажды люди смогут пережить и ощутить то, что мы пережили и с чем мы столкнулись.
самое потрясающее то, что мы можем попробовать пиво, которое древние люди, допустим, иудеи или филистимляне пробовали. И мы тем самым путешествуем назад, в прошлое, где древние люди, что было их частью культуры, они пили, этим наслаждались. И это невероятно даже об этом рассказать. Это то, что 2500 лет назад было на Земле и активно распространялось. Это потрясающий пример того, как археологи совмещают прошлое и настоящее, они находят что-то в прошлом, поднимают культуру прошлого, понимают, с чем это связано, понимают, что люди пили из этих амфор пива, и тут они накладывают мостик, благодаря которому все сейчас могут попробовать это. So that was our small visit to the archaeology during the period of Corona. I must say that the last project with the beer is a real fun project, and I can say as someone who has actually tasted the beer, and there are 4 kinds: one Philistine beer, one ancient Sumerian beer, one ancient Israelite beer, and one ancient Egyptian beer. That the different tastes are very interesting, and very much we hope that we'll be able to make it commercially available in the coming years. Итак, вот был наш краткий экскурс в те археологические работы и проекты, которыми мы занимаемся в ходе пандемии коронавируса. Помимо этого, последний проект, с которым мы вас познакомили, про пиво из древних дрожжей, был очень интересен. Надо сказать, что нам удалось получить 4 разного вида пива, которые я все попробовал. Это было пиво филистимлянское, это было пиво шумерское, это было древнее пиво египетское и древнеизраильское. Это пиво очень вкусное, очень необычное, и мы надеемся, что этот опыт мы сумеем сделать коммерческой историей, которая тоже будет такой же успешной. And certainly this is a way of actually taking archaeology or taking it into part of our general society. And I think this is a very important way that we have to popularize our profession. И, конечно, это очень хорошие, интересные проекты, которые нам позволяют делать нашу работу не просто работой, но интересно и популяризировать ее для других, для людей, для широкой публики. I will say that as we now move into the coming year, and of course there are many things which we don't know what's going to happen. We don't know when this crisis is going to finish and what the results of it's going to be, how quickly the economy will recover. Certainly one of the aspects will be a change in the way we are working. Хочу сказать, что пока, конечно, будущее у нас не ясно, но мы понимаем, что ситуация, которая существует на данный момент, очень сильно повлияет и на нас, и на то, как мы привыкли работать. One of the things that we will probably see is a huge investment in infrastructure in the coming years, because that is a way to start to reignite the economy. Что мы, скорее всего, мы увидим инвестиции в инфраструктурные проекты, которые перезапустят экономику. And of course, any change in infrastructure means more archaeological work through site excavation. И, конечно, любые изменения в инфраструктуру, любые такие проекты означают собой проведение раскопок и другого рода подобных работ. One of the things I very much hope will change back as quickly as possible is, of course, the possibility of kind of human contacts which we had in the past, and I won't then have to give a lecture like this on a Zoom link and be able to actually present it to you personally in Moscow. Что, я надеюсь, скоро изменится, это наше взаимодействие, которое мы проводим с другими людьми, возможность личного контакта. Я надеюсь, что эту лекцию, которую я дал сегодня, я смогу вам уже рассказать лично при нашей следующей встрече в Москве. So thank you very much, and I very much hope that all of you will be able to come and visit some of these sites in the near future. Большое спасибо, и надеюсь, что многие из вас смогут в ближайшем будущем уже сами посетить и увидеть все те объекты и места, о которых я вам сегодня рассказал. Thank you. Bye-bye. Спасибо огромное. Мы действительно очень хотим сами посетить и все это лично увидеть. Пока нет, к сожалению, такой возможности. Но однажды мы уверены, что границы распахнутся, и мы все поедем смотреть на археологические красоты. Дорогие друзья, наш Международный экспертный совет по вопросам сохранения культурного наследия и особенно по вопросам, как его сохранить в условиях пандемии, проходил с 21 по 25 сентября. Огромное спасибо правительству Москвы за поддержку и организацию. Спасибо Департаменту внешнеэкономических и международных связей, Департаменту культурного наследия города Москвы за то, что они все это организовали и собрали на интернет-площадке, а именно онлайн проходил в этом году этот совет. Именно на этой онлайн-площадке было огромное количество
очень интересных людей, замечательных встреч, дискуссий, онлайн-конференций, вебинаров и семинаров. И все это вы могли смотреть целых 5 дней. Кстати, если вы что-то не посмотрели или очень хочется пересмотреть еще и еще раз, пожалуйста, заходите на наш сайт ichc.ru, смотрите и получайте несказанное удовольствие. Спасибо вам огромное. На этом мы заканчиваем свою работу онлайн. Надеемся, что в будущем году мы с вами обязательно встретимся, как говорится, офлайн, ну а простым русским языком встретимся лично, пригласим сюда, к нам, всех наших замечательных специалистов, всех, кто поддерживает и сохраняет культурное наследие. Пригласим в Москву, покажем им наш красивейший город. И будем очень рады собраться всем вместе. Спасибо большое, дорогие друзья, и хорошего времени суток. Всего самого замечательного. Будьте счастливы, а главное – будьте здоровы. И никакая пандемия не может помешать человеческой мысли шагать вперед, развиваться и стараться сделать наш мир лучше.